Всем привет! Вы на канале Мужское хобби, и сегодня мы будем готовить коньяк с карамелизированным изюмом. Это достаточно уже легендарный рецепт, на алкогольных форумах уже давно обсуждается он. Там он называется каразюм, народное название, то есть карамелизированный изюм. Для него нам понадобится изюм, одна гвоздичка и дубовая щепа. Или дубовые сегменты, что у вас есть, можно дубовую кору. Ну и, соответственно, самогон, ну или водка, но лучше самогон. Я беру 42 градуса. На настойке он как раз теряет эти пару градусов, и получается достаточно хороший питейный 40 градусов. Чтобы нам его сделать, изюм нужно карамелизировать. Карамелизировать изюм можно двумя способами. Можно поджарить на сковородке, он раздувается, превращается в такие шарики, и значит уже готово. Либо в микроволновке. Я в последнее время делаю в микроволновке, просто ставлю на тарелочке в микроволновку, смотрю, когда он надуется, и тогда, в принципе, он уже карамелизировался. От этого у напитка получается интересный вкус, он такой угадываемый. Если знаете, если будете его делать, то будете уже знать, что этот изюм был карамелизирован. Ну давайте я сейчас карамелизирую и дальше подключусь. Вот мы карамелизировали изюм. Это достаточно просто, вы поймете, он раздувается и становится вот таким вот, такие вот белые шарики. В микроволновке я это делаю короткими включениями, то есть секунд по 20, и смотрю, что с ним происходит, чтобы не упустить и не сжечь. Ну, в общем-то, для рецепта нам и больше ничего и не нужно. Можно, конечно, добавлять туда мускатный орех, можно добавлять корицу. Но, как правило, корица, она очень сильно выбивается и забивает вкус с собой, если ее переборщить, поэтому не стоит. Поэтому мы туда добавляем примерно 2-3 грамма дубовых брусочков на литр или ложку коры дуба. Добавляем одну гвоздику, я у нее всегда отламываю ножку. От ножки резкость в напитке, а запах весь находится в бутоне. И, соответственно, мы туда высыпаем изюм. Он сейчас горячий, запах у него стал совсем другой. И еще все зависит от сладости изюма, попробуйте его. Если изюм очень сладкий, то сахар можно не добавлять. Этот изюм у меня не такой уж прям и сладкий, поэтому я туда еще добавлю чайную ложку сахара. Вот, в общем-то, и все. Теперь это отправляется дней на 10 настаиваться. Можно пару недель. Настоится, встретимся, покажу, что получилось. Ну вот, постояла наша настойка. 2 недели она у меня отстояла. Цвет вот такой вот. Сейчас отфильтруем и попробуем. Ну вот, отфильтровали. Смотрите, цвет какой получается. Ну, конечно, ближе к коньячному, но это будет зависеть еще от изюма немного. Там бывает посветлее, бывает потемнее изюм. Поэтому, кому надо, можно подкрасить карамельным колером. Если ленитесь, можете и чай туда подбросить. Будет потемнее. Давайте пробовать. По запаху. Запах классный, на что я не очень люблю коньяки, но вот такой вот коньячный прям запах. Я думаю, что пахнет он, по крайней мере, значительно лучше многих покупных коньяков. Давайте на вкус. Ваше здоровье. Вкус приятный. Опять же, повторюсь, он похож получается на покупные коньяки. Небольшая жесткость есть. Я думаю, что нужно постоять ему еще, отдохнуть недельки 2-3. Но это мое мнение. Очень приятный получается домашний коньячок. Я думаю, вам понравится. Попробуйте, сделайте. Рецепт простой, делается быстро, получается приятный напиток. Если видео понравилось, ставьте лайк, пишите в комментариях, может быть, какие-то свои варианты. Всем удачи!